Ребят, всем привет! Я Вика Виноградова, это канал с рецептами для лентяев. И, ребятушки, какой я сегодня для вас рецепт нашла! Ну как нашла, я его, честно, подрезала на чужом кулинарном канале у Кати Паприка. Катюш, привет! Так получилось. Ну, правда, рецепт настолько потрясающий, я не могла его не скоммунизить и не рассказать вам. Он готовится всего за 10 минут. Ужин из вкусной рыбки в сливочном соусе. Причем 10 минут, это вот вы взяли рыбку, начали готовить, она сделалась, вы ее положили красиво на стол, кушать пора, 10 минут прошли. Очень быстро. Очень вкусно, очень нежно, очень сливочно. И я что-то очень много болтаю для короткого рецепта. Все, рассказываю, как рыбка готовится. Собственно, мы поставили сковородку нагреваться, сами в это время достали рыбку, быстренько ее сполоснули, обмакнули бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу. И с двух сторон хорошенечко посолили и поперчили. Хотите, можно еще какие-нибудь специи добавить, те, что подходят к рыбке. Например, базилик, орегано, розмарин, чабрец, паприку можно, мелиссу, кориандр. Вот так вот с двух сторон мы, в общем, специями рыбку натерли. На разогретую сковородку выливаем сливки. Туда тоже какие-нибудь специи на свой вкус. Например, можно добавить сушеный чесночок, чтобы был такой прям вкусненький аромат. Чуть-чуть мускатного ореха, буквально на кончике ножа. И я добавлю куркуму. Она здесь просто для цвета, чтобы сливки стали красивого желтенького оттенка. Как только сливки нагрелись, выкладываем в них рыбку и тушим 3 минуты на среднем огне. Сверху рыбку так еще соусом поливаем, тушится очень-очень быстро. Потом на другую сторону перевернули и еще 3 минуты тушим. Главное, не делайте огонь сильным. Пусть оно там потихонечку булькает, тушится. Рыбка за 6 минут, она успевает прекрасно приготовиться. И все, и вот эту вот красоту выкладываем на тарелки. Можно сверху еще полить соусом. Или не быть такой ленивой, как я, а все-таки отварить еще отдельно на гарнир рис. Полить, вот, например, рис вот этим вот сливочным соусом будет очень вкусно. Ну правда быстро, скажите же. При этом рыбка, она, знаете, она такая нежная получается, она такая сливочная, такая ароматная, вкусная, ну это потрясающе. При этом, кстати, вот у Катюши Паприки, у которой я подрезала рецепт, у нее рыбка немножечко по-другому делается, но что вместо обычных сливок она использует кокосовые. И там другие специи, и рыбка такая получается прям экзотичная. Очень красиво смотрится, тоже очень аппетитно. Я пробовала готовить по ее рецепту, ребят, тоже обалденно. Поэтому вот кому хочется такого более экзотичного варианта, заходите к Кате. Ну как бы, раз я уж стырила рецепт, надо хотя бы в ответ как-то в качестве благодарности прорекламировать канал, ну правильно. Тем более канал классный. Канал точно понравится тем, кто следит за своей фигурой. Кстати, почему я сейчас на себе показываю, я не знаю. Я вообще, по-моему, антипример слежения за фигурой, но не суть. Вот если вы стараетесь правильно питаться, вам важно то, что вы едите, заходите на канал Кати. У нее как раз все рецепты посвящены этому. У нее там и полезные десертики, и очень вкусные завтраки, перекусы, закуски, салатики, ужины. Прям настоящая вкусная, здоровая пища. Подписывайтесь на канал Катюши, ссылку на ее канал я оставлю в описании под видео. Ребят, а у меня на этом все. Я пошла кушать свою рыбку. Все, спасибо большое, что посмотрели это видео. Всем вам хорошего настроения и пока. И вот, кстати, у меня тут в комментариях спрашивали, как там мои новые растения. И Саня, садовод-любитель, который их всех выкапывает. Саня наконец-то отстал от растения. Вот у меня тут базилик уже пророс активно. Я посадила семена. И как бы вот, пожалуйста, вот такие вот баобабы тут уже вымахали. Причем я брала 2 вида семян, это вот вторые такие тоже прям баобабина та еще. Я не знаю, он прет и прет и прет наверх. Куда он прет, я не представляю, что это вообще за гигантский базилик. Я думала, будет такой маленький аккуратненький кустик, а не он. Разрослись как. Еще у меня тут мята наконец-то появилась. Причем вот базилик я покупала в семенах. Мяту я купила прям уже готовую, пророщенную. В Леруа Мерлен, у кого вот есть отдел там сад и огород, у них часто бывают такие вот всякие пряные травы, которые уже проросли в горшочках. Пожалуйста, вон, высаживаешь, оно растет. Единственное, что вот я вот такой же пророщенный брала шалфей, и что-то как-то вот, я не знаю, что с ним, он весь какой-то вот пожух, побелел, хотя я за всеми растениями ухаживаю одинаково. Ну вот какие-то прям вот поперли, а этот что-то вот загибается. Кто знает, почему вот он весь такой белым налетом покрывается, и вообще нормально это или нет, пишите в комментариях. Но, по-моему, его уже пора выкидывать, честно. Вот такой вот у меня тут на кухне ботанический сад. Все, ребят, еще раз всем пока.